Друзья, всем привет! Сирийские беженцы в Германии начали получать письма об отъезде на родину от местных властей. Если вам эта тема интересна, смотрите видео до конца. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новости о беженцах в Германии, в том числе и украинских беженцев, да и вообще в Европейском Союзе. Ну и наслаждайтесь, получайте информацию. В Сирии свергли пару месяцев назад Башара Асада. Ну и, соответственно, пришли демократические силы в Сирии, как пишут нам европейские средства массовой информации. И с того времени сирийские беженцы в Германии находятся, я бы сказал, в подвешенном состоянии. Почему? Потому что как только Башар Асад убежал в Москву, на следующий день БАМФ официально заявил, я уже рассказывал тоже в своих роликах, о том, что прекращает, ставит на паузу рассмотрение ходатайств сирийских беженцев о предоставлении убежища. То есть в настоящее время люди подают ходатайства, но они не рассматриваются властями немецкими, они приостановлены. Хотя их никто не выгоняет, и люди едут и продолжают ехать, и пишут эти ходатайства. И как только это все произошло, как только ситуация политическая в Сирии поменялась, значит, в Германии начали тоже уже и вестись разговоры о том, что сирийские беженцы должны вернуться на родину и так далее. Значит, была возобновлена программа в Германии по добровольному возвращению сирийцев на родину, которая была приостановлена в течение очень долгого времени, там в течение 10 лет, то есть нельзя было воспользоваться ей. Сейчас она возобновлена. Что это за программа? В двух словах объясню. Сирийский беженец, который пожелает принять участие, в этой программе он получает деньги от немецкого правительства за то, что отказывается от статуса убежища в Германии и добровольно возвращается на родину. За это ему федеральное правительство, например, если это семья сирийская, платит до 4000 евро, а если это один человек, беженец сирийский, то он получает до 1000 евро. В общем, федеральное правительство финансирует и всячески помогает тем сирийцам, которые добровольно хотят вернуться на родину. Также в Германии ведутся разговоры и уже в принципе согласовано решение, чтобы разрешить ознакомительные рейсы, да, поездки сирийских беженцев на родину. Почему? Потому что сейчас по законодательству международному, если человек получил убежище в Германии, если он вернется хоть на один день на родину, то он автоматически теряет статус беженца в Германии, потому что он вернулся на родину, да, то есть как бы туда, где его там политически притесняли. Значит, Германия говорит: нет, давайте мы сделаем исключение для граждан Сирии, пусть они едут в Сирию, там, на 2 недели, на 3 недели, мы их статуса беженца лишать не будем, и если им там что-то не понравится, они могут спокойно вернуться обратно в Германию, и при этом они дальше будут находиться в статусе беженца в Германии. То есть, а те, кто захочет, соответственно, остаться, то могут остаться там, или воспользоваться этой программой. То есть Германия как бы делает все для того, чтобы сирийцы добровольно могли спокойненько себе вернуться на родину. Но таких мало. Тех, имеется в виду, кто хочет пока вернуться на родину. Только прибывают в Германию и просят убежище. И вот недавно сирийские беженцы начали получать письма от местных властей в тех районах, в которых они зарегистрированы и проживают, о добровольном отъезде из страны. Сирийцам сообщают письмом о добровольном отъезде. В чем же дело? Сирийцы начали получать письма. В этих письмах разъяснение законодательства, и разъясняется также эта программа, которой могут воспользоваться сирийские беженцы, которые добровольно хотят вернуться на родину. Просто в этом письме разъясняется программа по добровольному возвращению. Какие суммы там получает семья, о том, что я вам рассказывал, сколько нужно, как поучаствовать в программе, где зарегистрироваться и так далее. Это просто письмо разъяснения. Это не письмо выдворения, это письмо разъяснения. И, конечно, когда люди начали получать эти письма, среди сирийцев, которые проживают в Германии, огромный страх эти письма вызвали и ажиотаж. Почему? Письмо усилило страх перед депортацией. Врачи, в том числе имеющие постоянную работу с так называемой голубой картой, также получили такие письма. Кроме этого,
такие же письма получили сирийцы, чьи процедуры предоставления убежища приостановлены, еще не завершены, стоят на паузе. То есть человек приехал, подал заявление, подал ходатайство о предоставлении убежища, у него на паузе официально есть документ, да, это рассмотрение, и он получает такое письмо по добровольной программе, да, вы можете вернуться. То есть как бы человек воспринимает, что его как бы выгоняют, выдворяют из Германии, но на самом деле это не так. В чем же дело? Дело в том, что есть граждане Сирии, сирийские беженцы, которые подали еще раньше ходатайство о предоставлении убежища. Немецкие власти рассмотрели это ходатайство и отказали им в предоставлении убежища. То есть, а эти все люди, конечно же, там пофамильно, они все известны. И вот Министерство внутренних дел дало рекомендацию, попросило местные власти тех районов и муниципалитетов, где проживают именно эти люди, которым отказали в предоставлении убежища, которые добровольно должны покинуть территорию Германии, попросила Министерство внутренних дел Германии, чтобы местные власти разослали им эти письма. Потому что они прекрасно понимают, что они не покинули территорию Германии, нарушили закон. И вот, пожалуйста, получите письмо, что вы можете воспользоваться программой добровольного возвращения. Вам еще и деньги государство заплатит. Так мы вас поймаем и депортируем, да, и вы ничего не получите. А так мы вам еще и заплатим деньги, если вы добровольно изъявите желание. Вот такое было письмо, вот такая была просьба Министерства внутренних дел обратилась к районам и муниципалитетам. Значит, в письме в частности сообщалось, что мы будем рады помочь вам организовать ваш отъезд. Кроме того, есть возможность покрыть расходы на выезд из страны и получить финансовую поддержку для нового старта на родине. Ну а местные власти взяли эту, скажем так, инструкцию от МВД, и они ее чуть-чуть, наверное, по-другому поняли, да, чиновники, кто занимался этим. Они взяли и разослали эти письма вообще всем сирийским беженцам, которые зарегистрированы в муниципалитетах там, города и района. Просто всем. То есть не только тем, кто должен покинуть территорию Германии, кому отказано в предоставлении убежища, а вообще всем. И по этой причине получили врачи сирийские, которые уже давно имеют голубую карту, то есть совсем другой параграф, другие основания пребывания. Но когда-то они были сирийскими беженцами, да, там имели защиту. И они даже получили. И вот по этой причине, потому что сирийские беженцы в большинстве своем случаев не хотят возвращаться в Сирию, да, точно так же, как и граждане Украины не хотят возвращаться в Украину, потому что в любом случае в Германии лучше, да, уровень жизни и так далее, и отношение государства к иностранцам и к беженцам в том числе намного лучше. Нельзя сравнивать ни Сирию, ни Украину. Вот по этой причине люди испугались, что их выдворяют, и это все вызвало такой страх и ажиотаж. Но, еще раз повторюсь, в этих письмах ничего страшного нет, это просто разъяснение законодательства и предложение воспользоваться программой по добровольному возвращению из Германии в Сирию, которую возобновило федеральное правительство и еще и платит деньги за это. Вот и все. Друзья, что думаете вы по этой теме? Напишите свое мнение, пожалуйста, в комментариях.